все-таки. Ну, кто идет против власти? Но я бы его, честно сказать, посадил. Он обидел Путина. Сделал неприятно и перешел черту. Сейчас бунты начнутся. Думаю, слишком смелый. Просто неудобен. Его политика вообще отрицательно будет сказываться о будущем России. Надо просто дожить. Все, кто смотрит на Украине, я вас люблю, обожаю. Дзакую вас. Алексей Навальный находится год в тюрьме. Как вы думаете, почему его посадили? Потому что человек думает, а денег в принципе нет, за ним пошло много людей. И правительство просто тупо испугалось того, что сейчас бунты начнутся из-за этого, что человек с идеей, может, и правильно может быть даже идеей, да, вот, и решили это все как-то убрать его, чтобы люди испугались тоже, наверное, в каком-то смысле. Да, я хотел бы добавить, что свобода политзаключенным. Ну, потому что он против Путина же вроде как. Вот, и Путин решил, наверное, что так будет лучше, чтобы его противник сидел в тюрьме. А как вы считаете, должны ли быть в стране, в цивилизованном обществе политические заключенные? Мне кажется, не должны они сидеть в тюрьме, потому что у всех есть свобода выбора. Вот. Я считаю, его посадили за то, что конкурент Путина. Ну, Путину мешает он в правительстве, во власти. А как вы думаете, должны ли быть в стране политические заключенные, которые по-другому мыслят, хотят эту власть сменить, поменять? Должны ли они сидеть в тюрьме, такие люди? По-другому не будет. Они и будут сидеть. А вы как думаете, за что сидит Алексей Навальный? Ну, не знаю, это все-таки политика, я не сильно разбираюсь в этом, но, скорее всего, из-за того, что конкурент, наверное, Путина, он так подумал, что лучше он будет в тюрьме, чем такие видео про него снимать. И отклоняюсь от этого. Я тоже не знаю. Меньше говорить, ну, конечно, он такой, знаете, неоднозначный тип. С одной стороны, да, но с другой стороны, нет. Он правильно вскрывает всех этих коррупционеров. Бирюкова, например, Петра, заммэра, на самого ВВП руку поднял. Может быть и прав. Все вскроется после того, как ВВП покинет свой пост. Но нервы на пределе. На пределе были, ВВП сказал, хватит морочить голову. Сначала на Димку наехал, помните? Дима в кроссовках. Ля-ля-ля. Все, Дима, как помните, как говорил? Компот, шняга. Вот. Алексею, ему нужен этот опыт. Ему этот нужен опыт. Он потом, я уверен, 100%, он скажет, что тюрьма меня многому научила. В тюрьме я очень много понял. Политзаключенные, знаете, это как это... Нет, не должны, конечно, быть. Против, но и этого не будет. То есть всегда были. При советской власти были политзаключенные. Просто по-другому назывались диссиденты. Я думаю, его посадили из-за того, что он очень изысканно относился к правительству. Не знаю, как это сказать. Должны ли быть в стране политические заключенные, сидящие за свои политические взгляды, иное мнение и мысли? Думаю, нет. У нас страна свободная по Конституции, и у каждого должно быть свое мнение о том или ином типа событии. Алексей Навальный находится год в тюрьме. Как вы думаете, почему его посадили? Ну, наверное, из-за его политической повестки и расследований. Как вы считаете, должны ли быть в стране политические заключенные? Нет. Как вы думаете, выйдет ли Алексей Навальный на свободу в ближайшее время? Смотря что считать ближайшим. Думаю, нет. Как вы думаете, до тех пор, пока Владимир Путин будет у власти, Алексей Анатольевич не выйдет? Я думаю, это зависит от разных причин. И не только от того, находится ли Путин у власти или нет. Так что думаю, что мы так не узнаем. Как вы думаете, могут ли люди вообще как-то повлиять на его освобождение? Ну, конечно. В теории могут. Но теория и практика разные вещи. Не даем комментариев. Не даем комментариев. Я не знаю. Навальный топ. Навальный топ. Дурачок. Братан, тебя за это посадят. Несправедливость государства, которое относится к людям, которые пытаются добиться... Ну, вы поняли? Должны ли быть в стране политические заключенные? Нет. Ну, перешел черту. Черту в чем? Ну, у нас такое государство, в принципе. Когда ты просто идешь на армию с одним ножом, да, не знаю, это все демократия, как бы она, в воздухе витает. Ее, по факту, в принципе-то и нету, да.
Вот. А Алексей Навальный, он сделал неприятно. И перешел черту, и за это как бы поплатился. Человек совершил необдуманный поступок. Ну, что я могу сделать? Ну, потом люди, которые выходят на его митинги, неправильно, не поддерживают его настолько, насколько нужно. В России ничего без крови никогда не обходилось. Посмотрите учебники истории. Посмотрите учебники истории, поднимите архивы, доказательства. Ну, правда, честно говоря, ни одно историческое событие, которое происходило в нашей стране, революции, никогда не происходило мирным путем. Да и на постсоветском пространстве тоже. По-моему, только Армения, да? У них мирно все получилось. А у нас, и у украинцев, наших братьев, кстати. Украина, привет. Все, кто смотрит на Украине, я вас люблю, обожаю. Дзакую вас. Белорусы все. Все заканчивается всегда кровью, убийством, войной. Ну, мы по-другому не умеем. Вот, поэтому еще, мало людей, видно, его поддерживают. Поэтому он и сел в тюрьму. Если было больше народу, который его поддерживает, возможно, его бы не посадили. Скажите, как вы считаете, должны ли быть в стране политические заключенные? Оппозиционеры, наверное, нет. А вообще, если считать, как губернатор, это политический заключенный, если его посадили за взятки, нет? За взятки? Политический заключенный – это человек, который сидит за политику, за свои убеждения, за свои… Тогда, конечно, нет. Нет, так неправильно. Мне кажется, что из-за того, что он идет против системы. Вот. Я считаю, что его политика вообще отрицательно будет сказываться на будущем России, потому что большинство населения мусульмане, а он, как бы выразиться, немного других взглядов. Я не понимаю в политике совершенно. Он, думаю, слишком смелый. Садили за смелость? Да. Ребят, политика это все слишком сложно. Мы видим всю поверхностную ситуацию, смысл в это так вникать. То есть, да, может сказать, что его там посадили просто так, то, что там он невинный, но может у него там грехов за душой много. Никто никогда не разберется в ситуации до конца. Алексей Навальный год в тюрьме, но мне кажется, что в России не все делается просто. Если находятся какие-то причины, то не может быть такого, что нету вообще причин для этого. Скорее всего, что какие-то обстоятельства сложились так, что он оказался в тюрьме. Не может быть. Я думаю, что не может быть такого, что безвозмездно отправляют человека в тюрьму. Вы знаете, я хочу сказать, я не знаю, честно, почему его посадили, но я считаю, что я человек верующий. Вот. И значит, его путь такой. Есть инстинкт самосохранения, есть вещи, которые непредсказуемые, есть, которые ему все равно надо пройти, как политическому деятелю или как вору в законе. Значит, его судьба такая, и тут ничего не сделаешь. Вот. Он оттуда выйдет совершенно другим человеком. Нужно сохранять как-то себя. Алексей Навальный находится год в тюрьме. Как вы думаете, почему его посадили? А потому что он неудобен для власти. Просто неудобен. А как вы считаете, должны ли быть в стране политические заключенные, люди с другими взглядами? Я думаю, что нужна свобода слова. И чтобы все изъявляли свое мнение свободно, без всяких заключений. Просто власть должна прислушиваться к мнению и народа, и политиков, которые хотят же, опять же, добра только для народа, а не так, как делают сейчас. Потому что у власти есть сила, вот и все. А он пошел против власти. Кто идет против власти? Вот смотрите, перед вами стоит человек с ножом. Вы пойдете против него голыми руками? А как же правда, свобода, справедливость? Затертые слова, которые побуждают человека делать неправильные поступки. Там у него статья есть в Уголовном кодексе, там 3 цифры. Вот по этой статье он сидит. А за что? За политическую деятельность, наверное, такой примитивный ответ. Я считаю, что Алексей Навальный политический заключенный, и любой политический заключенный должен быть на свободе. Я даже не в курсе, у него было уголовное дело. Но я бы его, честно сказать, посадил еще за то, что он молодежь с пути сбивает. Заставил выйти их на демонстрации. Хорошо мы своих детей удержали. Ваши дети тоже собирались? Нет, не собирались. Они как раз осуждали его действия. Можно ли сажать в тюрьму человека за его политические взгляды, политическую позицию и убеждения? Девушка, его ж посадили не за политические взгляды, а за уголовное преступление. В чем проблема? За что? За то, что он обидел Путина.
Неужели непонятно? Это элементарно, Ватсон. Только за то, что он обидел Путина и его прислужников. Ничего больше. Скажите, выйдет ли Алексей Навальный, как считаете? Нет, Пока Путин жив? Пока Путин жив, нет. Он уже не жив, а пока Путин занимает набольшую роль, играет. Так что нет, ребят, не выйдет он. И нам не удастся его освободить никак? Нет, к сожалению. Я бы рада была ошибиться, на самом деле. Но боюсь, что нет. За что он сидит и почему его посадили? За позицию. Вот и все. Я не говорю, что Навальный святой или еще что-то, не являюсь его поклонником, но просто стал неугоден. А все остальное это техника, мелочи. Как вы считаете, должны ли быть в стране политические заключенные и можно ли осуждать за свои политические взгляды, убеждения и мысли? Ну, понятное дело, что нет. Вообще странный вопрос. Не должно быть. Все должны спокойно иметь право выражать свое мнение. А когда они слишком много его выражают, то кому-то это не нравится, и что все ведет к этим последствиям. Но я уверен, что мы когда-нибудь придем к тому, о чем вы сейчас. Что у нас этого всего не будет. Надо просто дожить.